Phantom Galaxies — это Play-to-Earn игра, о которой вы, скорее всего, даже не слышали. Но, поверьте мне, хотите услышать. Этот амбициозный проект сейчас находится на ранней стадии развития, и войти в него уже сегодня может быть очень даже выгодно в будущем. Игра представляет собой космошутер от третьего лица. Бои здесь проходят как в открытом космосе, так и на поверхности разных космических объектов. Играется Phantom Galaxies неплохо, но ей сейчас не хватает глубины. Все, что вы можете делать в бою, это стрелять пулями, плеваться ракетами и уворачиваться. На этом спектр возможностей заканчивается, а в наземных боях даже уворачиваться возможности нет. Однако с геймплеем не все так плохо. Воевать здесь все-таки интересно, потому что игра не стесняется бросать игроку вызов. В Phantom Galaxies одна ошибка, и ты ошибся. Пропустил залп вражеских ракет, загружайся с чекпоинта. Не уследил за уровнем щита или брони, а они здесь уходят очень быстро. Привет, чекпоинт. В бою, особенно наземном, чтобы доминировать над противниками, действительно нужно включать мозг и использовать свой великий тактический гений. А вот к самим чекпоинтам у меня есть вопросы. Вернее, один вопрос. Где они? Чекпоинт здесь всегда один на задание, и находится он в самом начале миссии. Дошли до босса, но умерли на нем? Проходите все сначала. Ваш котейка опрокинул чашку с чаем, и вы из-за этого погибли? Все заново. Я 20 минут потратил на 4-минутную по продолжительности миссию, потому что пришел туда низким уровнем, мне было сложно, и после каждой смерти на мини-боссе в конце мне приходилось начинать задание сначала, потому что чекпоинтов нет. За что вы так со мной, разработчики? Кстати, об уровнях врагов. Они здесь работают как-то странно. Во-первых, я не сильно понял, на что уровень влияет. Вроде как высоколевельные ребята лупят по мне сильнее, а я по ним слабее, а вроде и нет. Бывает, что сражаешься одновременно против врагов 1 и 3 уровня, и ощущаются они абсолютно одинаково. Во-вторых, в той миссии, где я много умирал, после каждой перезагрузки чекпоинта уровни противников менялись. Вот были они 3 уровня, потом я умер, загрузился, стали 5, потом снова 3. Выглядит это дело очень подозрительно и вообще похоже на баг. Чуть выше я говорил, что в бою игра заставляет игрока думать. Так вот, делает она это не только в бою. В Phantom Galaxies есть хакинг, и выполнен он в виде мини-игры, где вам нужно правильно соединить штуковины. Это не супер сложно, не нужно иметь докторскую степень в разгадывании пазлов, но мозги данное занятие разминает, что приятно. Еще прежде чем хакнуть терминал, вам нужно на особом дроне до этого терминала долететь, и путь ваш преграждают различные препятствия, которые нужно героически преодолеть. Здесь снова все по принципу одна ошибка и ты ошибся. У дрона всего одно очко здоровья, и если он сломается, вы начинаете все заново. И это неплохо. Мне, например, нравится, когда игра не считает игрока за идиота, не боится бросить ему хоть какой-нибудь вызов и заставляет пошевелить мозгами. Спасибо, Phantom Galaxies. В игре есть разные космические станции, к которым можно пристыковаться и по ним побродить. Заняться на станции, правда, особо нечем. Разве что бегать и искать своих двойников. Я на одной обнаружил аж целых несколько. Да, Phantom Galaxies совсем не стесняется использовать одни и те же ассеты по много-много раз. Поэтому куча NPC имеет такую же модельку, как у игрока. А еще многие неигровые персонажи так и подписаны NPC. Кстати, в Phantom Galaxies есть горячая индийская женщина с уникальной секси-моделькой. Надеюсь, нам когда-нибудь дадут ее заромансить, и с ней будет какая-нибудь секс-сцена. И надеюсь, что эту секс-сцену не придется покупать за реальные деньги. Еще хочется передать пламенный привет человеку, который ставил камеру в диалогах. Камеру, которая часто вместо того, чтобы показывать нам разговаривающих друг с другом персонажей, показывает стену. Я, конечно, люблю стены, но не настолько. В Phantom Galaxies, к моему великому удивлению, есть полная нативная поддержка контроллера с вибрацией и всеми остальными делами, что для меня стало приятным сюрпризом. Мой DualSense не все AAA проекты из коробки поддерживают, а тут такое. Клево. В целом, играется проект неплохо. Тратил ли бы я на Phantom Galaxies свое время, если бы она была не криптоигрой? Нет. Но не потому, что игра плохая. Просто сейчас в ней не очень много занятий. Не хватает различных геймплейных механик, которые углубили бы геймплей, а те механики, что есть, требуют некоторой полировки. Но не будем забывать, что проект сейчас находится на стадии альфа-тестирования, и это только начало.
Вообще, дать игрокам потрогать игру на такой ранней стадии разработки достаточно смелый поступок. В среде Play-to-Earn игр такой подход не очень сильно распространен, и разработчиков Phantom Galaxies за это можно уважать. Поговорили об игре, теперь поговорим об инвестициях. Phantom Galaxies достаточно амбициозный проект. И это не только я так думаю, так считают и крупнейшие фонды. Animoca Brands, Polygon, Sequoia Capital и другие. Они инвестировали в Phantom Galaxies, а вкладываться во что-то бесперспективное эти ребята скорее всего не стали бы. В проект вошла также Yield Guild Games, топовая гильдия с наибольшей на сегодняшний день капитализацией, что тоже говорит о том, что знающие люди возлагают на Phantom Galaxies некоторые надежды. После прохождения каждой кампании в игре вы получите возможность сминтить себе особый бэджик. Наличие всех бэджей в будущем даст вам возможность бесплатно получить какого-нибудь Старфайтера, который, конечно же, будет NFT, и вы сможете его, к примеру, продать. Также не так давно проект проводил сейл земель, купить которые сейчас тоже можно, но уже на вторичке, на OpenSea. Владельцы земли в будущем получат разные внутриигровые и реальные финансовые бонусы. К примеру, разработчики обещают раздать землевладельцам токены в количестве прямо пропорциональном размеру их владений. Ссылку на документ с детальным описанием этого дела я оставлю под видео. Сейчас у Phantom Galaxies пока еще нет своего токена, но его планируют очень скоро добавить, если верить дорожной карте проекта, уже летом 2022 года. Даже если вы не хотите или не можете вкладывать средства в проект, все равно есть смысл к нему приобщиться. Как показывает опыт, разработчики любят поощрять игроков, которые начали играть как можно раньше. Да, в данный момент заработать в игре нельзя, но поэтому это и называется инвестицией. Результат будет потом. Если вам нужен пример, вспомним карточную игру Gods Unchained, где люди больше года просто играли, а потом разработчики навалили им токенов стоимостью в четырехзначные суммы долларов. Чтобы начать покорять виртуальный NFT космос, заходим на сайт игры, если не открывается, используем VPN, жмакаем кнопку Download и следуем дальнейшим инструкциям. Игра предложит подключить кошелек, после чего перебросит вас на OpenSea, где нужно приобрести особое NFT. Покупка откроет доступ к игровой кампании, и вы наконец-то сможете начать играть. Каким конкретно образом вы будете покупать NFT-шку, дело исключительно ваше, но если вдруг вы в этом деле новичок, я расскажу, как делал сам. Ничего сложного здесь нет. На Binance покупаем Matic, через сеть Polygon закидываем его на кошелек MetaMask. Если такой сети у вас в мете еще нет, добавить можно с помощью сайта Chainlist. На QuickSwap поменяли Matic на нужное количество эфира и вуаля, все готово для покупки. После входа в игру Phantom Galaxies попросит вас ввести код, выданный вам на сайте после скачивания. Вводим его и можно играть. Phantom Galaxies — это алмаз, лежащий в тени. Игры особо нигде не видно. Мало кто о ней говорит, но проект-то неплохой, играется приятно. Порог входа очень низкий, около $5 начать играть может практически кто угодно. Никакого доната нет. Хотите получить потом плюшки от земель? Покупайте их. Хотите просто играть, получать какое-то удовольствие от геймплея, а в будущем еще и денег заработать? Никто вам не запрещает. Да, игра сейчас в альфе. Ей не хватает глубины, в ней есть баги и всякие другие проблемы, но это на то и альфа, чтобы эти недостатки выявить и в идеале исправить. Да, заработать сейчас в игре нельзя, но быстрого заработка в действительно хороших pay-to-earn играх и не бывает. Phantom Galaxies действительно хочет быть хорошей игрой, не инвестиционным проектом, куда приходят исключительно за заработком, а именно игрой, в которую будет хотеться заходить для того, чтобы хорошо провести время, а не только ради бабла. Если то, что Phantom Galaxies представляет из себя сейчас, это лишь маленькая часть, зачатки будущей большой NFT игры, если разработчики и дальше с душой будут подходить к разработке, если будут развивать старые механики и добавлять новые, то у проекта очень хорошие перспективы. Ссылки на сайты и информацию об игре я оставлю в описании под видео. Когда о проекте появятся какие-нибудь достойные освещения новости, мы их обязательно осветим. Играйте только в хорошие игры. Пока!